Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам масштабных моделей, уже снятых с производства. И сегодня я вам покажу, на мой взгляд, очень хорошую, качественную масштабную копию красивого немецкого автомобиля. И здесь представлен лимузин Mercedes-Benz 600 в кузове W100 в масштабе 1:43. Эта модель давно снята с производства, и она редко встречается в продаже. И одно время, когда эти Мерседесы были в новинку, их можно было приобрести практически в любом крупном онлайн-магазине. Цена была вполне адекватной, в пределах 45-50 евро. Конечно, эта модель стоила чуть дороже, чем продукция Mini Champs. Обычно Mini Champs в то время продавали за 25-30 евро. Но все же тут отличное соотношение цена-качество, и в современных реалиях это более чем конкурентоспособная модель. Например, если посмотреть на похожие Мерседесы в кузове W100, то есть бренд TrueScale Miniatures, у которого представлена серия таких машин из полимера. Так их продают за 100 евро, у них неповоротный передний мост и пластиковый корпус. А тут металлическая модель с прекрасной покраской, с прекрасной сборкой. И сейчас цена на эти Мерседесы сильно варьируется, и вам повезет, если вы возьмете такую масштабную копию в пределах 50 евро. Но, как показывает практика, такие машины обычно уходят с молотка за 100-120 евро. И эти модели у AutoArt предлагались в двух вариантах окраски. И предыдущий автомобиль в цвете слоновой кости я тоже вам показывал. Кому интересно, можете найти старый видеоролик на моем канале. Но эту модель я тоже приготовил для сегодняшнего видеообзора. Мы посмотрим, чем друг от друга отличаются две масштабные копии. И также помимо лимузина у AutoArt предлагалась короткобазная версия, и от этой масштабной копии она отличалась только отсутствием вставки между задними и передними дверьми. А в плане проработки это точно такой же автомобиль. И в короткобазной версии было тоже два варианта окраски: черная машина и автомобиль в серебристом цвете. И на одну из моделей я тоже, по-моему, делал давно детальный видеообзор. И тут на боковой стороне упаковки есть наклейка с артикулом модели, также указан прототип Mercedes-Benz Type 600. Длиннобазная версия в черном цвете. И на нижней стороне коробочки есть различная информация, которая касается данного бренда. Естественно, эти модели изготовлены в Китае, но, как мы видим, Китай Китаю рознь. Можно делать относительно недорогие качественные модели при желании, а можно гнать откровенную халтуру, как это делает костромской бренд. И также эта модель изготовлена по лицензии Daimler Chrysler AG. И давайте распакуем коробку, посмотрим на этот лимузин поближе. И я большой поклонник Мерседесов, поэтому стараюсь брать все модели от AutoArt в свою коллекцию, также от других брендов, и некоторые машины у меня дублируются в разных вариантах окраски. Конечно, черный цвет, возможно, наиболее предпочтителен, но если собирать одни лимузины в черном цвете, будет большое темное пятно, и иногда я покупаю модели в светлых тонах. Если вы посмотрите, у этого автомобиля прекрасно нанесено лакокрасочное покрытие, черный глянцевый цвет, без каких-либо изъянов, тут нету подтеков, также нету пятнышек клея. И удивительно, как такие модели собираются в нынешнее время. И если вы посмотрите, например, на более дорогостоящие изделия от того же TSM, то там попадаются и криво установленные детали, и различные не очень красивые белые ореолы от клея, а тут все аккуратно и качественно собрано. И жаль, конечно, что AutoArt ушел из 43-го масштаба. Они недавно выпустили две открывашки Bugatti, но это была старая разработка, и, скажем так, решили рискнуть и посмотреть, выгорит ли дело. И я очень сомневаюсь, что эта серия в будущем будет продлена. Мало кто интересуется дорогими качественными моделями, и все предпочитают более бюджетное журнальное исполнение, как это ни странно. И, конечно, журналка потеснила такие именитые бренды. И тут также прекрасное качество хрома, огромное количество мелких деталей, это и окантовка стекол, и дверные ручки, и хромированные пороги, также
хромированные кантики вокруг колесных арок. И мне очень нравится, как на этой модели сделаны задние фонари, обозначены оранжевым лаком сектора поворотников. Также есть небольшие прямоугольные прозрачные элементы, которые имитируют огни заднего хода. И, возможно, по нынешним меркам значки сделаны просто, потому что это фольга, и можно сейчас эти элементы сделать из фототравления, но не стоит забывать, что это довольно старая масштабная копия, и на тот момент других вариантов особо и не было. Вместо номерных знаков тут таблички с надписью Mercedes-Benz 600. Можно их демонтировать, поставить нормальные регистрационные номерные знаки, но свои модели я оставлю в таком первозданном виде. Также мне очень нравится, как тут сделали выхлопную трубу. И насадки тут тоже из металлических трубочек со сквозными отверстиями, а сам глушитель покрашен серебристой краской. Прекрасная проработка колпаков. Они в хроме, центр окрашен в цвет кузова автомобиля и очень хорошие покрышки. Опять же, на многих современных моделях на резине уже присутствует боковая маркировка, но тут покрышки смотрятся вполне нормально и у них отличный протектор. И также, как вы можете видеть, у модели поворачиваются передние колеса. Прекрасно проработана передняя часть, отлично смотрится решетка радиатора, также присутствует небольшой значок Mercedes и маскот трехлучевая звезда на кончике радиатора. Также тут отлично смотрятся фары ближнего света без каких-либо черных точечек, и на фарах присутствуют небольшие рассеиватели. И как раз, если вы посмотрите, с правой стороны под бампером тут выведен клаксон. Он смотрит вниз, тоже довольно интересный момент. Дворники тут из пластика в хроме, но издалека они смотрятся не хуже, чем аналоги из фототравления. Также сверху на лобовом стекле нанесли небольшую солнцезащитную полосочку, и из-за того, что у этой модели светлый салон, он отлично просматривается и можно увидеть различные элементы декора. И тут деревянные вставки нанесли просто коричневой краской. Возможно, лучше бы эти детали смотрелись в виде декали, но опять же, обычно со временем декаль ссыхается, сворачивается в трубочку, а тут такой вариант, который по истечении какого-то времени не будет терять своего товарного вида. И также вы можете посмотреть, как тут сделана панель приборов. Тоже окрашено рулевое колесо, есть подлокотник и сзади небольшие занавески. Они тоже отлиты вместе с плашкой, но смотрятся вполне реалистично. И давайте я вам покажу для сравнения второй вариант окраски. Это тоже очень красивый автомобиль. И сложно сказать, какая из двух масштабных копий мне визуально нравится больше. Возможно, черный более предпочтителен, потому что это классический цвет для большого лимузина, но белый выглядит нарядней, и у этой модели по-другому окрашен салон. Сиденье синего цвета, а козырек над лобовым стеклом точно такой же, как на черном варианте. Ну и остальные элементы тут тоже такие же. Хромированные бампера, но они совершенно по-другому смотрятся на светлом корпусе автомобиля. И также тут колпаки выделены цветом слоновой кости. Вот такие две замечательные модели, которые я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. И это очень большой автомобиль. Если я вам покажу для сравнения более современный 600-й Mercedes, я думаю, многие из вас знают его размеры, то по сравнению с лимузином он смотрится попросту крохотулькой. И, кстати, если поставить две модели на полку, они прекрасно будут смотреться рядом друг с другом. И пишите ваши комментарии, есть ли в вашей коллекции модели от AutoArt, что это за автомобили, что вы думаете о изделиях этого бренда в 43-м масштабе. Стоят ли они своих денег? И также напишите ваше мнение, почему AutoArt ушел из 43-го масштаба
масштаба и переключился на изготовление более крупных изделий. И, кстати, если вы хотите увидеть модели от AutoArt в 18 масштабе, то обязательно поддержите этот видеоролик лайком. Если наберется довольно большое количество лайков, я покажу свои более крупные модели. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, заглядывайте на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!